Всем привет, друзья, всем доброго времени суток. Сегодня я хочу видео вам показать одну из стратегий для торговли по двум индикаторам, то есть скользящим, средним, как правильно анализировать график и как входить в сделки, как принимать решения. Опять же, все, что я показываю, это я показываю для того, чтобы поделиться с вами своим опытом. Это то, чем я занимаюсь на протяжении уже где-то почти год я этим занимаюсь. А суммарно в рынке, то есть начинал с Форекса, уже где-то 1,5 года, даже больше 1,5 лет. И, соответственно, за это время скопился некий опыт, и я все равно торгую, то есть я трачу время на торговлю, почему параллельно записать контент. Именно этим я и занимаюсь, то есть я параллельно торгую, снимаю контент. Сейчас видео закончу записывать, смонтирую, дальше буду сидеть торговать. То есть завтра поторгую. То есть когда я не снимаю видео, я торгую. Когда я снимаю видео, я параллельно торгую и снимаю видео. Все логично, то есть я снимаю видео про то, чем я сам занимаюсь. Некоторые меня спрашивают: блин, ну покажи какие-нибудь схемы, ты ведь так круто начинал, там какие-то схемы, схематозики показывал, связки. Блин, друзья, вот я тем занимался тогда, вот на тот момент времени, то есть я занимался разными схемами, в параллели я уже изучал трейдинг, то есть торговал. И просто я не делился этим с вами, потому что это очень высокорисковая тема. Сейчас у меня есть какие-то знания, какой-то есть опыт, есть результаты, причем успешные, хорошие результаты, и именно поэтому я делюсь с вами. Там я занимался условно-бесплатным трафиком и, соответственно, привлекал в проекты там по партнерским ссылкам и прочее людей. И, соответственно, рассказывал вам какие-то там секреты, фишки, которые вы применяли на практике. Сейчас я в основном занят только тренингом, поэтому для меня этот контент сейчас проще дается. Если, конечно, что-то будет полезно, я обязательно буду делиться. Вступление, как всегда, теперь в последнее время не затягиваю, сразу перехожу к практике, потому что есть что показать, важные моменты. Здесь нужно быть очень внимательным, поэтому рекомендую всегда видео смотреть до самого конца, посмотреть мои предыдущие ролики, там я тоже рассказывал другие стратегии, какие-то секреты, фишки, или же некоторые такие лайфхаки, которые помогут вам сохранить деньги и не потерять их, то есть чтобы вам брокер Binarium, торговая платформа, вывели деньги, потому что из-за некоторых нюансов могут их не вывести. И поэтому лайк, подписочка, просто смотрим дальше, наслаждаемся, изучаем, пробуем на демо-счете и работаем, зарабатываем. Переходим на экран нашего компьютера. Первым делом, что нам нужно сделать, это посмотреть, нет ли каких-то важных новостей, которые могут повлиять на нашу торговлю, то есть на вообще волатильность рынка. Открываем здесь календарь событий. Ранее я вам говорил, что есть сайт investing.com, на котором мы смотрим все новости. То есть там можно посмотреть более глобально все по всем странам, вообще по всем валютным парам и разной степени важности новости. Здесь видим ближайшая новость через 16 минут, важность 2 стрелочки вверх. Нажимаем на эту новость, и можно посмотреть, о чем она, то есть что там будет происходить. Видим сила влияния на график, то есть на волатильность. Соответственно, на таких графиках я торговать не рекомендую за 10 минут до и после, а лучше вообще по 20 минут до, после, лучше не торговать на них. Но я все равно поторгую, буду работать по индикаторам, о которых я вам как раз сегодня буду рассказывать. Соответственно, вы также можете работать по данным индикаторам, то есть по данной стратегии, однако нежелательно работать в новостной фон. Также видим открыть сделку по связанному активу, то есть можно торговать по этим активам в новостной фон, однако это лучше делать профессионалам, кто понимает, в какую сторону будет двигаться график. Закрываем календарь событий, и следующим шагом нужно выбрать нам валютную пару, на которую будем работать. Видим по британскому фунту у нас вот британский фунт, доллар и японская иена. По ним скоро будет новость. Но все равно просто показываю для примера, как вообще работать, как анализировать график. Соответственно, выбираем валютную пару, которая вам нравится для работы. Работать по данной стратегии можно по вообще любым графикам, любым рынкам OTC, лишь бы только не в новостной фон. Потому что там индикаторы уже могут не работать. Допустим, пусть как раз остается у нас британский фунт-доллар. Выбираем время экспирации, как я выбрал, 1-5 минут, 90% доходности. Я специально заранее уже открыл разные графики, видим, 4 графика открыл, можно и 5 сюда добавить, для того, чтобы быстро между ними переключаться и искать лучшие точки входа на разных графиках. Можно здесь любой OTC рынок даже выбрать, либо можно какой-нибудь золото, латам, Азию, индексы выбрать. Пусть будет Латинская Америка. Если открылся у нас такой линейный график, нажимаем слева снизу свечной, выбираем. Время, таймфрейм ставим 1 минута. И следующим шагом мы добавляем индикаторы технического анализа, нажимаем SMA, то есть скользящее среднее. Ставим период 14 настройки, цвет красный, применить. Снова нажимаем индикаторы, SMA, период 9, цвет зеленый, применить.
Видим, у нас открылось два таких индикатора. То же самое проделаем совершенно со всеми графиками. Вот на британском фунте и долларе у меня такого нет, сейчас я их добавлю. Теперь рассказываю, как работать по данному индикатору. Здесь у нас сделок будет немного по данному индикатору, здесь важна усидчивость, то есть находиться возле компьютера, чтобы открывать вовремя сделки. Откатываем немножко назад, показываю на исторических, то есть на прошлом. Смотрим, вот здесь, допустим, у нас видим пересечение красной линии зеленой. Красная находится сверху, зеленая снизу. Когда у нас красная сверху, мы нажимаем Sell, продажа, то есть входим в сделку на понижение. То есть, если у нас здесь вот индикатор показывал пересечение, мы зашли бы в сделку где-то на вот этой свечке, а закрылись в плюс вот здесь вот, был бы у нас где-то плюс. Далее смотрим по индикатору. Было пересечение зеленой линии вверх, то есть было пересечение вот здесь. Соответственно, мы бы закрылись в плюс где-то вот на этой свечке, и был бы у нас плюс. Далее у нас снова идет пересечение красно-зеленое, но здесь не явное пересечение, поэтому такую сделку мы пропускаем. Далее у нас идет более явное пересечение. Где-то мы здесь открылись, пошли здесь, и здесь закрылись бы в плюс. То есть на следующей свечке буквально закрываемся в плюс. И по такому принципу работаем, то есть ищем более явные движения. Если у нас движение находится вот в таком флете, то есть нету явных движений, а график постоянно на месте стоит, здесь был один лишь выход, а пересечений не было. И снова мы стоим на месте, но вроде бы есть здесь пересечение на графике. Я думаю, вот вы видите, да? Есть пересечение. Здесь лучше не входить в сделку. Ждем более явных движений, то есть когда график вот он начал отклоняться, здесь бы словили пересечение. А здесь бы мы вошли в бай, закрылись бы в минус. Ждем следующее пересечение. Снова мог быть минус, а следующее третье, то есть это второй догон, третья сделка, мы бы вот здесь уже открылись и пошли наверх в плюс закрываться. Далее видим, графики шли параллельно друг другу, то есть они, можно сказать, параллельно шли, то есть вдоль. Здесь мы сделки не открываем, пропускаем все эти ситуации. Можно поработать на покупку, поскольку здесь у нас идет такой коридор и показывает нам две скользящие средние, что идет наверх график. Но в любой момент можно словить минус. Поэтому лучше открываться на пересечениях. Здесь, видим, вот у нас не было пересечений, здесь ничего не трогаем. И здесь вообще в целом у нас был график во флете. Вышел он из этого вот флета, то есть вот здесь вот он выход был, вниз пошел. И здесь мы как раз словили пересечение линий. То есть это вот здесь пересечение было на вот этом графике, на этой красной свечке. И мы бы здесь закрылись в плюс. То есть что нам нужно сделать по данной стратегии? Дожидаться момента, когда у нас нету затяжного вот такого-то графика, то есть флета, ждем более явных движений и входим в сделку, соответственно, на момент пересечения. Я открыл британский фунт, японская иена, видим, у нас здесь начинается пересечение, возможно, пойдут линии вдоль, но я все равно вхожу в сделку на понижение. Sell вошел. Видим, открылись вот в этой точке. И, соответственно, ждем понижения графика. Если у нас будет разворот, мы будем делать догон. Я открылся на 1 минуту. В данной стратегии можно открываться как на 1 минуту, так и на 2, так и на 3 минуты. И нам остается дождаться времени экспирации, то есть когда наша сделка закроется. Она, опять же, повторюсь, может закрыться в минус, потому что здесь не было явного пересечения, я решил немножко пойти на опережение. Но в идеале дожидаться прям вот явных пересечений, вот когда линии пересекутся. Сделка закрылась в минус, как видим. Хоть у нас и было пересечение, видим, открываем двойной догон, то есть на 2000, на понижение. Открыл на 2000, ждем снова понижения, потому что здесь у нас было пересечение. Опять же, повторюсь, я сейчас торгую с большим риском, потому что скоро новости. Откроем календарь событий и смотрим. Через 6 минут новости по британскому фунту. И, соответственно, может сейчас быть большое колебание вверх и вниз, могут выносить в обе стороны. Поэтому здесь торговать опасно. Я торгую только для примера, для видео, чтобы вы понимали, как работать с данными индикаторами. Видим, график у нас быстро и вверх, и вниз уходит. Поэтому опасно. Может сделка закрыться в минус. Заранее готовлю уже на 4500 рублей сделку. Но входить уже буду не на этом графике, потому что сейчас видим, уже все, он пошел вверх. Здесь, возможно, сейчас будет разворот. Не стоит, все. 2 сделки в минус закрыли на одном графике, ищем другие ситуации. Здесь вот видим, давайте войдем в сделочку. Открыл на 500 и давайте еще на 4500 сделаем. Вот так вот. Суммарно сделку открыли на 5000. Видим почему. Потому что здесь был разворот. Можно было войти в сделку как раз вот на этом графике, но закрылись бы в минус. Поэтому это только на пересечении это мы открылись. Поэтому ждем подтверждения. То есть подтверждение это когда у нас уже индикаторы начинают раздваиваться. То есть как такой хвост у двуххвостки, пошло раздвоение. Вот здесь вот идеальное место это открытие как раз примерно 2-3 свеча после пересечения.
и просто дожидаемся окончания сделки. По новозеландскому доллару, японской иене сейчас новостей не предвидится, поэтому здесь достаточно уверенно мы закрылись, прям в уверенный плюс вышли. Снова ищем следующую ситуацию, можно поработать на понижении. Для этого мы смотрим общий тренд, общий глобальный тренд. Смотрим, у нас шло на минутном графике, видим, вниз мы идем, вниз, глобальный тренд на понижение идет. Можно в пределах данного индикатора открыться вниз. Открываюсь чуть менее 1%, можно на 1300 рублей открыться, это как раз будет 1% от моего депозита. Давайте, здесь вот видим отскок был, давайте еще раз вниз откроемся. Я вам рекомендую открываться только один раз, то есть каждое подтверждение. Вот здесь у нас, допустим, смотрим, вот здесь был сигнал на покупку. Открываемся, соответственно, только на следующей свече, то есть когда у нас здесь было раздвоение. Закрылись минус, все не страшно, ждем следующую подходящую ситуацию. Вот как здесь было пересечение, ждем вот это раздвоение, и примерно на второй, третьей свечке открываемся в sell. Видим, здесь я закрылся вот в плюс. Сейчас я снова вот открылся, график на месте, можно сказать, двигается. Ну просто дожидаемся времени экспирации. Сделка закрылась в плюс, прям вообще прошлись по грани. Вот почему я говорю, что лучше открывать одну сделку. То есть в одном месте открыли, закрылись и либо в плюс, либо в минус. Чаще закрывать все равно, конечно, в плюс, когда вот график идет уверенно, то есть движение есть. Здесь мы словили такой небольшой, скажем, флэт. Видим свечки одинаковой длины, то есть ничего хорошего здесь. То есть график стоит на месте. Следующие свечки тоже достаточно слабенькие. Поэтому такие мы пропускаем. Вошли в одну сделку, забрали свой плюс, вышли. Все, отлично. Ищем следующую ситуацию на рынке. Видим, здесь красная линия пересекла. Не очень уверенно. Но давайте на 1000 рублей войдем в сделку. Специально на видео, чтобы было более понятно. Как раз у нас такой отскок наверх был. Отлично вошли на кончике. Если пойдет вниз, это вообще идеальная точка входа будет. Почему вошел? Потому что у нас красная линия оказалась сверху. Здесь у нас уже было подтверждение, то есть у нас уже здесь такая задержка на графике была. Был отскок наверх, и прям почему бы не войти, когда у нас здесь такое раздвоение, подтверждение, и мы вошли. Отлично. Просто дожидаемся, но график, я скажу вам честно, это очень плохой график. Он просто завис на одном месте. Это вообще ситуация недопустима. Вот эти ситуации, когда попадаются, это тяжело. Здесь можно слиться. Поэтому сделку можно открывать на 3-4 минуты, чтобы словить какое-то подтверждение графика вниз или вверх он пойдет. Ну и будем закрывать, соответственно, плюс или минус. То есть подтверждение какое-то надо нам, движение графика по направлению. То есть в данном случае, если нам надо на понижение, то нам надо, чтобы здесь уже вот все-таки вот отскок пошел вниз, и все, пошло, график пошел вниз. Сейчас закроемся в плюс, просто остается секунда, буквально 13 секунд, ждем. Снова закрылись в плюс. Отличная сделочка у нас закрылась. Прям зашли на кончики. Идеальная точка входа была. Было бы ниже, уже было бы более, так сказать, нервишки пощекотали. Я вам показываю для примера, чтобы время не терять, много нарезок не делать, как работать. Поэтому, вот, допустим, у нас здесь видим пересечение, но видим, график идет наверх. Ну, зачем нам входить сейчас, да, когда у нас график уверенно идет наверх? Не стоит этого делать. Вроде бы, да, красная линия сверху. Вот, может быть, вот так сейчас. И график еще может вот так сходить, и только потом пойти вниз. Зачем нам рисковать? Не будем. В этот не будем входить. Открыл британский фунт, японская иена, ставим 1000 рублей и открываем сделку наверх. Почему я открыл наверх на 1000 рублей? Потому что у нас здесь пришел от индикатора сигнал, что график идет наверх. Здесь у нас было подтверждение, то есть у нас все, уже пошло разделение данных индикаторов. Опять же, это, как я говорю, не стопроцентно, плюс график здесь немножечко на месте завис. Опасно, все равно опасно на 1 минуту открываться. Плюс, почему открылся наверх? Потому что есть глобальный тренд на повышение, то есть мы шли наверх здесь. Смотрим, здесь было как бы падение, да? И уже последние где-то 2 часа мы идем, растем наверх, просто растем. Здесь, скорее всего, сейчас закроемся в минус, давайте сделаем двойной догон на этом графике. И будем ждать окончания времени экспирации. Вот видим, первая сделка завершилась в плюс. Я открыл второй догон чуть ниже.
Посмотрим, что будет. Как бы я немножко поспешил, но часто так бывает, что я на опережении иду, уже вижу, что что-то ситуация не та, и точка входа лучше есть. Я открываю, потому что уже есть некий опыт. Так делать, конечно, не рекомендую. Лучше до конца прямо дождаться. Пусть закрылись минусы, ждем следующую сделку. Нам важно не потерять наши все деньги, то есть нам важно, наоборот, заработать. И поэтому просто ждать надо вот прям хорошей ситуации. Опять же, по британскому фунту, японской иене сейчас были новости. Движений как таковых на графике я не наблюдаю. То есть бывают там движения высокие, большие. Сейчас здесь нету как таковых. Поэтому спокойно торгую. Опять же, для видео торгую. 2 секунды остается, 2, 1, все, завершилась сделка в плюс, то есть у нас с двойным догоном, получается у нас сейчас 3 сделки подряд закрылось в плюс. Соответственно, снова заработали и снова ищем идеальную ситуацию. Открыл британский фунт, доллар, видимо у нас было пересечение, нажимаем стрелку вверх, открыли на повышение. Если приблизим график, видно у нас то, что было пересечение, здесь у нас было такое пересечение, подтвердилось, что у нас пошло наверх. Опять же, мы видим, что у нас действительно график идет наверх, потому что бывает у нас такое пересечение, а график по факту идет вниз. Это плохая ситуация. Поэтому я открылся именно в этом месте наверх. Несмотря на то, что в последнее время мы шли вниз, здесь, видимо, у нас появился отскок наверх. Соответственно, новости я, честно, не смотрел сейчас. Но, скорее всего, новости были положительны для роста британского фунта. Поэтому у нас сейчас график развернулся наверх. Закрылись в минус, не страшно. Давайте двойной догон сделаем наверх. Посмотрим, попробуем. Возможно, тренд на понижение продолжится, и это было только лишь ложное такое пересечение, и все равно график сейчас развернется, перерисуются индикаторы. Такой тоже может быть. Посмотрим, дожидаемся. Пять, 4, 3, 2, 1 секунда, и сделки завершились в плюс. Отлично вошли. График замедлился, не очень график, вот как видите, но вот прям под запись видео какие-то графики тухлые бывают, блин. Начинаешь сам торговать где-нибудь, войдешь в какую-нибудь точку, графики прям достаточно уверенные. Ну ничего страшного. Видим, вниз пошло. Вот, отлично все равно вошли в сделку. Все, забрали свое, получили плюс, больше не суетимся, тут не кипишуем. Не надо пытаться заработать как можно больше, прям быстро. Нет, лучше сделать даже за весь день 3 сделки, но в плюс, чем 10 сделок и 10-я вас просто в минус вынесет. Не надо потерять здесь проще простого. А вот не потерять, забрать свое, это уже дорогого стоит. Давайте на этом графике войду на 1000 рублей. Почему я вошел? Потому что у меня было здесь, видим, пересечение. То есть график сказал, блин, сигнал, вниз пойду. А он не пошел вниз, продолжил рост. То есть здесь было падение, отскок. Но графики продолжили индикаторы наши расти. Поэтому я вошел в сделку наверх. Посмотрим, что выйдет. Возможно, будет минус. Закрылись минус. Ничего страшного нету. Просто сразу готовим двойную сумму, то есть для догона. Смотрим другие графики. Вошел в сделку на понижение, на продажу. Почему я вошел? Потому что сейчас у меня пересеклись индикаторы. Соответственно, красный стал вверху. Вошел в сделку вниз на 2000 рублей. Ну, то есть двойной догон, чтобы перекрыть предыдущий минус. И повторюсь, по данной стратегии сигналов может быть не очень много. То есть когда вот есть пересечение, причем желательно при явном движении, вне новостного фона. Поэтому можно даже на OTC рынке торговать, потому что там нету новостей. И, соответственно, ищем просто идеальные точки входа. Лучше пусть будет мало сделок, но они будут более уверенные. И, соответственно, как можно больше будет закрываться сделок в плюс. И остается только дождаться времени окончания сделки. 2 секунды, 1 секунда. И все, видим, у нас сделка закрывается, очередная сделка в плюс закрывается. Закончили торговлю, вы сами видели, как мы поторговали. Отличный результат. Вы видели, какие бывали сделки в минус закрывались, какие ситуации бывают на рынке. То есть, когда график стоит на месте и просто сделка в последнюю секунду в плюс-минус закрывается. Некоторые говорят в этот момент, брокер подкручивает, биржа подкручивает. Ничего не подкручивает. Если это не OTC рынок, то вы можете просто сравнивать, открыть рядом TradingView график, открыть точно такую же валютную пару и просто посмотреть, сравнить эти графики. Они будут двигаться совершенно идентично. Главное время. По 1 минуте таймфрейм выбираете и все. И вы можете сравнить. Я уже миллион раз сравнивал. Здесь я все-таки, как я говорю, уже почти год. Там без пары месяцев или без месяца год получается. И за это время я уже ни одно сравнение провел. Всегда
торговая платформа четко рисует графики, то есть все как есть она отображает, потому что поставщик графиков один и тот же, то есть они ничего не выдумывают из головы. Вот OTC рынок берут исторические данные, то есть кусок какого-то исторического кода, то есть оттуда данных, и вставляют вам в OTC рынок. Вот это вы видите на OTC, когда видите приставочку на графике. На валютной паре, соответственно. Вот OTC видим, это сейчас не биржевая торговля. То есть этой бирже запрещено брать у поставщика услуг графики и показывать их в реальном времени. Поэтому торговой платформе приходится рисовать эти данные на основе старых исторических данных и выводить их сейчас. Друзья, на этом видео буду заканчивать. Подписывайтесь, потому что будет еще много крутого контента. Все-таки в этой сфере, я надеюсь, задержался надолго. Мне она очень нравится. Реально зарабатывать, реально выводить. Да, бывают некоторые нюансы, и они есть везде. Они есть даже на российских биржах, там свои нюансы. То подтвердить, то еще что-то. Везде есть нюансы. Но лучше пусть у меня будут нюансы, с которыми я буду зарабатывать много, чем нюансы, из-за которых я еще буду копеечки зарабатывать там на акциях или вообще в минусе сидеть. Нет, спасибо. Поэтому всем спасибо за просмотр. Пока.